С вами была проведена колоссальная работа. Вот всем известна, да, вот эта ситуация, когда у вас в доме чинят трубы, и потом, после окончания работы, эту грязную, ржавую, застоявшуюся воду вы сначала пропускаете, после чего течет чистая вода. Вот. 2 числа исполняется 100 лет со дня рождения Марии Каллас. Исполнилось. Вот. И начинается вот этот поток ржавой воды. Вот Первый канал выпускает аненцефальный круглый стол, на котором мнимые эксперты, вроде историка моды, который рассказывает мне про Марию Каллас, и во главе с Цискоридзе рассказывают что-то про Марию Каллас, абсолютно не имеющее отношения к Марии Каллас, обсудили все. Бриллианты есть, жемчуга есть, разводы, аборты, все что угодно, только не искусство Марии Каллас. Кому есть вообще дело до этого? Людей всегда интересовало, кто с кем и в каких позах. Вот не сказали ничего дельного, только обсудили, как обычно, всю эту желтушную сторону человеческой жизни. Зачем снимать такие программы? Кто дает деньги на эти программы? YouTube и так полон уже идиотских видосов, полных пустых оборотов и банальностей, вроде «Самая трагическая история любви 20 века» или аргументация вроде «Она великая, потому что великая». Статьи, видео, программы на ТВ. Ой, когда все это кончится? Никогда. Есть 2 отличных видео о Марии Каллас на YouTube, я ссылки оставлю в описании. Как ни странно, эти видео сняты не на русском языке, но там есть русские субтитры, можете в настройках сделать. Да-да, в загнивающей снимают достойные видео. Именно поэтому объектом, а лучше сказать предметом этого видео, предметом изображения выступает, ну, естественно, Мария Каллас, но не личная жизнь, не биография Марии Каллас, не так любимая людьми, кто с кем и в каких позах, а искусство Марии Каллас, то, за что мы ее любим, за что мы ее ценим, то, почему ее называют божественной. Итак, возвращаясь к аллегории с грязной водой. Вот прошло почти полмесяца с дня рождения Марии Каллас, вот мы пропустили большое количество грязной воды туда, и чтобы оно нам не мешало. Вот, и выпускаем свое видео. Оно ни в коем случае не претендует на новизну, на всеобъемлющее изложение, потому что всего сказать нельзя. И я в этом видео не сказал о многом. И понял, насколько смешно вообще говорить о таких людях, как Мария Каллас, в контексте часового видео. Я думаю, что каждой партии, которую исполнила Мария Каллас, нужно посвятить отдельное видео с подробным разбором. Вот. Но, по крайней мере, на мой взгляд, тот материал и записи, подборка фотографий из Ла Скала замечательных. Спасибо театру Ла Скала вообще, что они сделали эти фотографии, потому что иначе... Экспертом на Первом канале не было бы. Да. Можно разбирать, в каком платье она ходила. Да. А вот здесь Дольче Габбана, здесь Версачи. С такого-то года она заказывала кутюрье платье там. В основном весь кутюрье шили в Италии. Она очень любила еще жемчуг. Марию Каллас можно упрекнуть во многих вещах, но в чем точно нельзя – это в потребительском и равнодушном отношении к искусству. Кто еще мог сказать следующие слова? Она не ставила его на поток, не делала из искусства конвейер. Дирижеры удивлялись ее дотошности в изучении партитуры, а Лукино Висконти отзывался о ней как о самом профессиональном и ответственном человеке, с которым ему приходилось работать. Именно поэтому очень смешно и грустно слышать от современных певцов следующее. Нет, талант заключается в чем? В том, что надо скрыть от дирижера, что партии ты не знаешь. Я научилась этому от Пласида Доминго. Все те же имена, все те же лица. Не знаю, насколько после такого вступления правомерно вообще просить людей чего-то писать, оставлять всякие комментарии. Но, в общем, если у вас есть мнение по поводу Марии Каллас, других певцов, или вы, может быть, считаете Марию Каллас не великой певицей, а раскрученным брендом, то пишите в комментарии. Также напоминаю, что все ссылки будут в описании. Я всегда оставляю ссылки на исполнение, которые использую в видео. Они обычно идут по порядку. Также на текстовые материалы, которые я буду цитировать и всякое такое. В общем, книги, там будет книга Кестинга, еще что-то, может, какая-то статья там. Вот, все будет в описании. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Напоминаю, ссылка тоже в описании. Почему? Потому что вот недавно в Санкт-Петербурге мы проводили показ видео о Карелли в библиотеке Гоголя. Вот, а вы, скорее всего, про это не знали. А вот чтобы знать, подписывайтесь, товарищи. Вот. Ну и плюс я туда выкладываю какие-то материалы, фотографии, книги и, в общем, ну, всякое такое полезное. На этом мое скучное, долгое вступление заканчивается. Оно выступает таким фильтром. Вот уже те, кто, так сказать, соображать не могут, они уже выключили видео. И вот те, у кого осталась голова на плечах, приятного просмотра. Наверное, нет голоса более противоречивого, чем голос Марии Каллас. Она обладала совершенным и несовершенным голосом одновременно. По сути, это был не один голос, а 3 голоса. Хотя, если вспомнить расхожую формулировку, то все 4 голоса в одном горле. Имеется в виду неоднородность ее вокального диапазона. Каждый регистр по тембровым качествам заметно отличался от остальных, а переходные ноты являлись проблемным местом ее певческого инструмента, некими грубыми звуковыми швами на теле голоса. Но, как пишет Лаури Вольпе, разве бывает, чтобы большой бриллиант не имел ни малейшей примеси угля? Важно отметить, что неоднородность регистров не была постоянным признаком ее вокала. Когда Каллас пропевала музыкальные фразы в быстром темпе, ее тембр становился однородным на всех участках диапазона. Особенно четко это прослеживается в нисходящих пассажах, например, в конце кабалетты «Абигаиль». Одной из отличительных особенностей голоса Марии Каллас была специфическая запоминающаяся огранка звука на отдельных участках диапазона, а именно гортанный призвук. Продюсер Вальтер Легге назвал это пением в бутылку. По его мнению, чаще всего это происходило при переходе из низкого регистра в средний, на нотах соль и ля. А Джакомо Лаури Вольпе в книге «Вокальные параллели» характеризует манеру пения Каллас как воркование, что тоже достаточно точно подчеркивает эту особенность. Голос Каллас сложно назвать красивым, имея в виду, что он не был мягким, округлым и сладостным. Совокупность именно этих параметров обычно наталкивает широкий круг зрителей на мысль о том, что голос красивый, а певец выдающийся. Голос Каллас нужно рассматривать в иной системе координат, оценивать ее в рамках той парадигмы, которую она сама выстроила. Ее голос был в первую очередь легко отличимым от других, неординарным, запоминающимся, а ее вокальные способности отвечали 2 важнейшим критериям – необходимости и достаточности. «Мало иметь красивый голос», — говорила она, — «какое он имеет значение? Когда исполняешь роль, нужно иметь 1000 красок, чтобы изобразить счастье, радость, горе, страх. Разве все это выразишь, имея всего-навсего красивый голос? Можно петь и резко, как я часто делала, если это необходимо для выражения того или иного чувства». Общий диапазон ее голоса простирался от фа диез малой октавы до ми или даже до фа 3 октавы. То есть ее диапазон составлял ровно 3 октавы, что для оперного вокалиста феноменально. Она могла петь ноты с конца 19 века, считавшиеся привилегией легких сопрано, ноты между до и фа 3 октавы. В то время как так называемым сопрано сфогато, например, Марии Малибран или Джудити Пасти, приходилось загонять свои голоса на верхние ноты с мучительными усилиями, а иногда даже с фатальными последствиями, проявлявшимися уже через несколько лет, Каллас с легкостью пела ноты выше до 3 октавы полным голосом, не облегчая и не высветляя звук. Вокально-драматический феномен Каллас заключался, на мой взгляд, в совмещении разных по своей природе выразительных средств, способов диалога со зрителем. С одной стороны, она обладала большим пронзительным голосом и являла собой наилучший пример певицы, достигавшей предельной музыкальной экспрессии за счет силы звука, его основательности. Но с другой стороны, в ее пении было нечто противоположное, предельно личная, интимная интонация, похожая на внутренний монолог. Синтез этих 2 параметров создавал поразительно тонкий психологизм ее образов. Это художественная двуплановость неизбежно являлась частью каждой интерпретации и наделяла ее вокал невероятной смысловой амплитудой. Амина, Виолетта, Лючия, Абигаиль, Мадалена, Розина, Тоска, Медея, Анна Болейн – все эти героини в исполнении Каллас были абсолютно разными людьми, что само по себе является большим достижением, ведь специфика голоса Каллас, его непохожесть и моментальная узнаваемость должна вроде бы мешать нам видеть разных персонажей, указывать нам в первую очередь на исполнителя, но нет.
Пару слов о преподавателе Марии Каллас Эльвире де Идальго. Она была носительницей традиции итальянской школы бельканто. К сожалению, благодаря некорректной популяризации этого понятия сегодня, каждый второй слушатель считает абсолютно всех старых итальянских певцов последователями этой вокальной традиции. Часто можно услышать, что Марио Дель Монако является представителем бельканто, что, конечно, не так. Эльвира де Идальго родилась в 1892 году. Уже в 16 лет она дебютировала в Сан-Карло в роли Розины в севильском цирюльнике Россини. Легендарный импресарио Рауль Гинзбург пригласил ее в театр Монте-Карло, где она пела Розину вместе с Дмитрием Смирновым в партии Альмавивы и Федором Шаляпиным в партии Базилио. Де Идальго была грамотным педагогом и знала, что некорректно сначала определять тип голоса, загоняя певца в рамки мнимой категории, а потом подгонять все параметры под этот тип. Залог верной эволюции голоса – это его последовательная разработка, расширение диапазона, развитие гибкости, что являлось базовой характеристикой голосов XIX века, и многое другое. Де Идальго позаботилась о том, чтобы ее ученица получила роли в нескольких студенческих постановках. Так, после дебюта в 1939 году в «Сельской чести» благодаря Эльвире де Идальго Каллас пела в «Бале Маскараде» Верди и «Сестре Анжелике Пуччини». В 1941 году де Идальго обеспечила Каллас ангажемент в Королевский оперный театр в Афинах. Каллас исполнила маленькую партию Беатриче в оперетте Франца Зуппе «Боккаччо». Годом позже ей представилась возможность заменить заболевшую коллегу в той же Королевской опере, в партии Тоски в одноименной опере Пуччини. С 1943 по 1945 год Каллас исполняет партии в некоторых малоизвестных операх, также партии, например, Сантуццу, навсегда оставшиеся на периферии ее творчества. Как раз в это время Эдвард Джонсон, принявший от Джулио Гатти Казаццо руководство Метрополитен-опера, предложил 22-летней певице партии в двух постановках сезонов Метрополитен, партию Леоноры Фиделио Бетховена и Чио-Чио-сан в «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Каллас отказалась, и причина ее отказа позже дала повод к появлению очередной легенды. Якобы она предложила спеть Аиду или Тоску, после чего разгневанный импресарио отказал ей. Более достоверна другая версия. Из-за тучного телосложения Мария Каллас не могла представить себя в роли японской гейши, а Леонору не хотела петь по-английски. Во всяком случае, поведение певицы показывает, что она знала цену себе и своим возможностям, и была бескомпромиссна. Этими событиями заканчивается первый, хотя это, конечно, условность, этап ее творчества. Первые 9 лет карьеры с 1939 по 1947 не принесли ей известности. 9 лет без заметного прогресса и истинного признания. Эльвира де Идальго советовала ученице начать карьеру в Италии, и действительно, после 18-месячной паузы, проведенной в Нью-Йорке, она приехала выступать в Италию. В июле 1947 года начались репетиции Джаконды под руководством Туллио Серафино на арене Ди Верона. Именно партию Джаконды принято считать первой удачной художественной работой Каллас, хотя на самом деле все не так однозначно. Например, Никола Росси-Лемени, бас, с которым Каллас будет выступать довольно часто на одной сцене, говорил следующее: «В книгах всегда пишут, что именно Джаконда была ее настоящим прорывом. Ничего подобного. Даже в этой Джаконде она не имела успеха. Более того, впоследствии ей пришлось очень усердно работать над своим голосом, чтобы избавиться, наконец, от неприятного призвука, замутнявшего как ил ее голос. Аналогичного мнения придерживался и Ричард Такер, который исполнил тогда Энцо. За всю свою карьеру Каллас спела Джаконду всего 12 раз. Это была ее первая серьезная роль, продемонстрировавшая драматический потенциал певицы. Вопреки расхожему мнению, что Каллас — это колоратурная сопрано с драматическими возможностями, монолог самоубийства обнажает истинную природу ее голоса. Природу драматическую. Каллас не скупилась на использовании открытого грудного звука, добиваясь невероятного объема, глубины и силы звучания в нижнем регистре. Для Марии Каллас Джаконда 1947 года стала рубежным спектаклем. Она познакомилась с Туллио Серафином, сыгравшим решающую роль в ее карьере. Вскоре после Джаконды маэстро добился постановки в Венецианском театре Ла Финиче Тристана и Изольды Рихарда Вагнера. Партии певица не знала, однако, не колеблясь, приняла предложение, тем более, что Серафин убедил ее, что ей понадобится не больше месяца на подготовку. Премьера, состоявшаяся 30 декабря 1947 года, и 3 дальнейших спектакля в январе 1948 имели немалый успех, и ее сразу же пригласили на роль в
Турандот Пучини. Мария Каллас спела партию Турандот всего 24 раза, причем только в 48 и 49 годах, когда ей нужно было добиться признания. С Турандот начался удачный для певицы год. Неожиданно она начала получать одно предложение за другим. В марте она 2 раза пела Турандот, 4 раза выступила в «Силе судьбы» Верди в Триесте, 3 раза в «Тристане и Изольде» в Генуе, также пела Аиду в туринском «Лирика» и, наконец, Норму Винченцо Беллини. Норма – партия, которая со временем стала ассоциироваться и даже отождествляться именно с Марией Каллас, что, конечно, не безосновательно. В чем феномен Нормы Каллас? Бельканто приобрело дурную славу со времен Рихарда Вагнера с его культом специфической выразительности, требовавшей первым делом отказаться от сольфеджио. К 20-30 годам со сцен Берлина, Нью-Йорка, Вены и особенно Милана было окончательно изгнано все, что хотя бы отдаленно напоминало искусство Бельканто. Этому немало способствовало влияние Артуро Тосканини, с легкой руки которого в миланском Ла Скала практически перестали играться оперы 18 и начала 19 века. Бельканто считалось анахронизмом, декоративной отделкой, внешне виртуозной, но лишенной какой бы то ни было эмоции. Веризм был господствующей художественной эстетической тенденцией и формой. Каллас вернула Бельканто в оперный театр, доказав своим пением, что рулады, пассажи, трели, ферматы могут быть в смысловом плане самодостаточными и являться главными выразительными средствами. Как сказал Теодоро Челли, Мария Каллас в конце 40-х и начале 50-х годов казалась планетой, случайно занесенной в чужую галактику, ибо именно она возвратила Бельканто его первоначальный смысл, продолжая линию таких великих певиц, как Джудита Паста и Мария Малибран. В знаменитых дебатах о Марии Каллас Родольфо Челлетти заявил, что в течение 20 лет партию Нормы пели точно так же, как если бы это была партия Джаконды или Сантуцци. Об этом мы можем судить, прослушав студийную или живую запись с Джиной Чинни 1937 года. Каллас же разучивала каждую партию заново, нота за нотой, фраза за фразой, чтобы получить манеру голосоведения, соответствующей данной опере. Возвращаясь к хронологии событий, 30 ноября 1948 года Адальджизу пела Федора Барбьери, Полеонна Мирта Пикки, а Аравезо Чезаре Сьеппи. Спектакль получил высокие отзывы прессы, а сопрано Каллас стала осмысливаться как нечто нетипичное, неординарное. И правда, ее норма прекрасна во всех отношениях. Величественная древняя женщина, амплуа, подходящая Каллас как нельзя лучше. Женщина чарующая, энигматическая. Каллас была неподражаемой в музыкальных фрагментах с быстрым темпом, требовавших гибкости голоса и предельной концентрации на элементах создания образа. У многих певиц в кабалете или дуэте Нормы и Адальджизы получалось лишь механически соответствовать темпу. Каллас же достигала невероятного художественного эффекта за счет сочетания разных тембровых и динамических оттенков.
Чарующая энигматическая Норма Каллас к концу спектакля становилась устрашающей, полной необузданной животной энергии в финальном дуэте с Пулеоном, в котором они с Марио Дель Монако в 1955 году в борьбе за коду извлекали из себя какие-то нечеловеческие звуки, разрывавшие зал. Джакомо Лаури Вольпи писал: «Норма Каллас божественна, эта роль потрясла меня до глубины души. Всем тем, кого так удивляло, что эту партию когда-то исполняла Малибран, надо бы послушать Марию Каллас, чтобы понять, как был прав Беллини, когда доверил партию сильному голосу. Стиль, манера держать себя, дар концентрации и подлинное живое пульсирование чувства – все это достигло высшей степени выражения в этой певице. В последнем акте скорбный голос Нормы необычайно тронул меня. Я испытал чистейшее счастье от искусства». Сразу же после Нормы Тулио Серафин предложил Каллас партию в «Валькирии» Вагнера в Венецианском театре Ла Финиче. Серафин был убежден, что нашел в Марии Каллас исполнительницу, которая может работать с любым музыкальным материалом. Сохранился бы голос певицы, если бы та не рискнула в период с 47 по 51 год исполнять гибридные партии – Турандот, Изольду, Норму, Брунгильду и Абигаиль. Рассуждали очень много. Может быть, она смогла бы петь дольше, однако в таком случае она не стала бы той, кем стала. Вопреки совету Эльвиры де Идальго начинать с партии Бельканто, она наряду с Нормой в конце 48 года взялась еще и за трудную вагнеровскую партию. Дело в том, что когда она прибыла в Венецию, уставшая после флорентийской Нормы, обнаружилось, что у дирекции театра возникла большая проблема. 8 января планировалась премьера «Валькирии», а 11 днями позже «Пуритан Беллини». Сопрано, исполнявшая главную женскую роль, заболела гриппом и была вынуждена отменить репетиции. Мария Каллас спела Серафину арию Эльвиры, единственную, которую она знала наизусть. Серафин послушал ее и ничего не сказал. На следующее утро он позвонил певице и попросил приехать к нему немедленно. Ей пришлось еще раз исполнить арию, после чего он сказал: «Ладно, Мария, через неделю ты будешь петь эту партию». 8, 12, 14 и 16 января Мария Каллас пела Брунгильду, а 19, 22 и 23 января Эльвиру. Тот факт, что она способна была разучивать обе партии одновременно, говорит о редком уровне музыкального мастерства. Эти спектакли сделали Марию Каллас подлинной сенсацией. В ее исполнении длинные линии, фиоритуры и пассажи казались высеченными резцом. Демонстрируя блестящее владение техникой, она придавала им неслыханную экспрессию за счет интенсивности и силы атаки, а пропевая музыкальные фразы в полголоса, она придавала звучанию элегический, мягкий и тоскливый оттенок. В это же время она принялась разучивать свою третью вердиевскую партию «Абигаиль» в Набукко для выступления в неаполитанском Сан-Карло. 4 месяца Каллас посвятила исключительно работе над «Абигаиль». В премьере, состоявшейся 22 декабря, партнером певицы по сцене был Джино Бекки. «Набукко» 49 года из театра Сан-Карло – это первая полная запись живого спектакля Марии Каллас, где она исполнила гибридную партию, возможно, самую сложную вердиевскую партию, требующую незаурядной гибкости голоса, экспрессивного исполнения колоратур, силы звучания драматического сопрано и широкого диапазона. После сложной арии следует еще более трудная музыкальная композиция «Кабалетто Абигаиль», требующая от сопрано предельного контроля голоса, декламативного характера пения, а также исполнения трелей в высокой тесситуре и сложнейших нисходящих пассажей.
Говоря о начале 50-х годов, нужно сказать о ее исполнении «Аиды» в одноименной опере Верди. В первую очередь нам интересны ее выступления на гастролях в Мексике. В 50-м году это спектакль с Джульеттой Симеонато, Куртом Баумом и Робертом Уидом, а в 51-м с Оралией Домингес, Марио Дель Монако и Джузеппе Тадеи. Каллас продемонстрировала в этих спектаклях невероятную мощь и драматические качества своего голоса. Ее вокальные фразы отпечатываются в сознании даже при единичном прослушивании. Полные металла, звонкие верхние ноты и глубокие трубные, грудные, нижние ноты затмили ее предшественниц и современниц. Ну и, конечно, ставший уже легендарным ее взрывной си-бемоль в конце второго акта, перекрывающий огромный хор и вердиевский оркестр. 1951 год начался для Каллас с дебюта в партии Виолетты в Травиате Верди во флорентийском коммунале под управлением Туллио Серафино. Виолетта – роль, занимающая особое место в творчестве Каллас. Ее она будет исполнять вплоть до 1959 года, оттачивая свою интерпретацию от спектакля к спектаклю. Готовясь к постановке 1955 года в Ла Скала, Каллас вместе с Лукино Висконти будет прорабатывать буквально каждый жест, каждый взгляд, каждый спектр эмотивного состояния своей героини. В отличие от некоторых представителей так называемого режиссерского театра, Висконти не имел склонности превращать певцов в инструменты и лишать их всяких признаков индивидуальности. Напротив, главным для него было в полной мере раскрыть как певческие, так и актерские возможности дивы и поставить с их помощью подлинную оперу, а это значит, что он никогда не навязывал ей манеру игры, которая затрудняла бы пение. Пение само по себе было для него одной из форм актерской игры. Спектакли Травиаты в Ла Скала прошли с огромным успехом. Партнерами Каллас по сцене были Джузеппе Ди Стефано и Эттере Бастианини. Певица поражала своим мастерством, подвижностью голоса, чистотой интонации, безукоризненным колоратурным орнаментом и исполнительским куражом в кабалетте Семпре Либера. Каллас была невероятно убедительной в драматических фрагментах партии, речитативах, являвшихся для нее важными единицами смыслового плана спектакля. Este la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Каллас была одной из тех исполнительниц роли Виолетты, которые в финале действительно умирали, натуралистически и так естественно, превращая, в общем-то, бульварный сюжет в глубокую драму.
Мария Каллас являлась феноменом-инноватором в рамках культуры 20 века не только из-за верности старым традициям пения, но и благодаря выбору самого материала для этого пения. Каллас бралась за абсолютно забытые оперы, которые уже давно не исполнялись. Одним из таких произведений была редкая опера Джоаккино Россини «Армида», поставленная во флорентийском коммунале и приуроченная к 160-летию композитора в апреле 1952 года. Мария Каллас выучила эту сложнейшую партию за 5 дней. Только певица, владеющая полным арсеналом технических средств, способная безупречно исполнить любой интервал, любую колоратуру, любую трель, любой мелизм, могла принять подобный вызов. Россини хотел, чтобы трель была не легкой и не похожей по звучанию на флейту, а страстной и неистовой. При записи «Армиды» Мария Каллас исполняла все музыкальные фигуры с воистину огненной энергией и в то же время с детальной точностью. Владение искусством исполнения трели было одним из главных достоинств Каллас. Она не просто воспроизводила написанные ноты, не занималась звукодуйством, а пела с умом, зная, какую художественную задачу выполняет та или иная трель. The ornamentation is not just, it's handled with care according to what the composer has put. The trill generally is always a state of emotion. Trovatore d'amor solari rosi. It's fear. In Pirata, another opera that I have done, it's always Anna Bolena is also another that I showed you weren't here. It's always emotion. According to the emotion that comes with it, you can make it more rapid, according to the time also that you have. But a trill generally is emotion. It's a signal of emotion. In other words, a composer to express this emotion has put a trill. But it's not just a trill for the sake of ornamentation. Yes. There is a practical reason, a reason of expression in trill. Летом 1952 года она опять отправилась на гастроли в Мексику, где дебютировала в партии Джильды в Риголетто Верди. Мнения по поводу этой партии в исполнении Каллас расходятся, но как бы там ни было, Джильда, на мой взгляд, находится на периферии творчества примадонны. Но здесь же, в Мексике, она дебютировала в одной из важнейших в ее карьере партий – Лючии де ла Мирмур. Она спела 3 спектакля с оглушительным успехом – 10, 14 и 26 июня, вместе с Джузеппе Ди Стефано и Пьеро Камполонги. Эта партия тоже относится к числу тех, которые Каллас вокально переосмыслила, заменив пустую механическую виртуозность драматической интерпретацией. Не только партия Лючии, но и сама эта опера с Марией Каллас в заглавной роли уже перестает быть привычным подиумом для показа колоратурного орнамента. Каллас всегда перешагивала порог виртуозности, кое, конечно, обладала как никто другой, и шла дальше, добиваясь драматической правды. На примере партии Лючии в исполнении Каллас мы можем говорить о соединении инструментального характера пения, имея в виду безупречное исполнение всех написанных музыкальных фигур, и человеческого чувства, ощущения роли.
В самом конце 1952 года Каллас дебютировала еще в одной новой для себя роли – «Леди Макбет». Верди в письме либретисту Сальваторе Камара написал: «Мне бы хотелось, чтобы голос леди был резким, глухим и придушенным». Слова Теодора Челли как нельзя лучше подходят к ее исполнению роли Макбет. Она умела гнев превратить в пожар, а меланхолию сгустить до такой степени, что сжималось сердце. Она умела без ущерба для драматизма придать законченность музыке. Каждое слово, каждая фраза тщательно взвешивалась и оценивалась. Слова превращались в детали музыкальной скульптуры, которую она пробуждала к жизни. Техника была подчинена музыкальной выразительности, а вокальная красота – драматической правде. Еще одной оперой, которую Каллас вернула к жизни, стала «Медея Керубини». Несмотря на то, что партию пришлось разучивать в кратчайшие сроки, всем с самого начала было ясно, что певица словно создана для нее. Только после того, как Мария Каллас выступила в нескольких постановках Медеи, эту партию решились исполнить такие певицы, как Рита Гор, Лейла Генджер, Гвинет Джонс, Магда Оливера и многие другие. Середина 50-х годов – это переломный рубежный момент в творческой жизни Марии Каллас. Во-первых, она преобразилась внешне, похудев почти на 30 килограмм. Став совсем другим человеком, она открыла для себя новый инструментарий для выполнения актерских задач. Во-вторых, ее голос стал медленно, если не сказать портиться, то меняться. Наверное, 55-й год был последним золотым годом Каллас. Помимо спектаклей «Норма и Травиаты» в Ла Скала в этом году, о которых я уже сказал, она должна была исполнять Леонору в «Трубадуре» Верди. Однако за 5 дней до премьеры, намечавшейся на 8 января, Марио Дель Монако уговорил директора театра заменить Трубадура на Андре Шинье, Умберто Джордано, оперу, в которой он 3 недели назад выступал в Метрополитен-опера и имел большой успех. Каллас пришлось выучить партию Маддалены всего за 5 дней. На мой взгляд, партия Маддалены, исполненная ей тогда в Ла Скала, заслуживает большего внимания, как и весь спектакль под управлением Антонино Вотто, в котором Шинье исполнил Дель Монако, а Жерара Альдо Протти. Конечно, Андре Шинье – это опера для тенора, но Маддалену Каллас сложно назвать заурядной или невыразительной. Ее выдающееся исполнение «Ла Мамма Морта» из 3-го акта – это история мировой оперы. По-моему, никто не смог начинить эту арию, односложную в смысловом плане, таким количеством тембровых и динамических оттенков, от глухого утробного темного звука до мягкого светлого пения легкими стишками.
При том, что ее интонирование не было идеальным на верхней ноте в конце арии, она прозвучала как будто бы неуверенно. Конечный художественный эффект поражает. Она пела вверх пронзительным светлым звуком, спускалась вниз по тесситуре и выпевала последнее слово «любовь» предельно темным, открытым грудным звуком. Еще одним высочайшим достижением Каллас в 1955 году стала партия Амины в «Сомнамбуле Беллини», исполненная ей в Ла Скала под управлением Леонардо Бернстайна. В этой постановке Каллас повезло с партнером. Эльвино исполнял выдающийся легкий тенор Чезаре Валетти. Режиссером спектакля выступил Лукино Висконти. Он загорелся желанием превратить Каллас в хрупкую балерину, прообразом для которой послужила знаменитая балерина XIX века Мария Таллиони. Благодаря фотографиям из театра Ла Скала мы можем увидеть множество мизансцен спектакля. Каллас действительно выглядит как балерина и кажется невероятно легкой и парящей, чего еще несколько лет назад о ней просто невозможно было сказать. В сцене сомнамбулизма, в которой Амина идет по небольшому мостику около мельницы, благодаря соединению визуального образа певицы и декорации в глубине сцены, пейзажа, сценическое пространство превращалось в живописную картину. Каллас была похожа уже не столько на балерину, сколько на маленькую фигурку, на крестьянскую девушку, которая была лишь мазком на заднем плане пасторали. Эта непринужденность и изящность отражались и в ее пении, как легко она исполняла каденции, фиоритуры, любые музыкальные орнаменты, добиваясь единства формы и содержания своего образа. Одним из значительных событий в оперной истории 20-го столетия и одним из последних в карьере Марии Каллас стала премьера забытого шедевра Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в миланском Ла Скала. Впервые это произведение было показано 26 декабря 1830 года на сцене театра Каркано в Милане. Главную партию исполняла сама Джудита Паста, а партию Перси – Джованни Баттиста Рубини. В отличие от опер конца 19-го, начала 20 века, оперы Генделя, Моцарта, Доницетти, Россини, Беллини писались с учетом уровня техники и владения приемами виртуозного пения конкретных вокалистов. Именно поэтому партии в операх Бельканто не просто дали возможность Каллас найти новое в старом, они помогли ей показать, в чем заключалась специфика отношений композитора и певца в 18 веке и начале 19-го. В те времена певец был не просто музой или подмастерьем композитора, не рабом партитуры, а полноправным соавтором. В премьере
спектакле Анны Болейн в Ла-Скала 14 апреля помимо Марии Каллас участвовали Джульетта Симеоната, Никола Росси Лемени и великолепный Джанни Раймонди. Лукино Висконти и Николай Бенуа, отвечавшие за постановку, выбрали для сценического оформления только лишь черный, серый и белые цвета, стремясь не к исторической достоверности, а к стилистическому подобию. После триумфальной премьеры все имевшие отношение к спектаклю сошлись во мнении, что эта постановка утвердила новые законы инсценировки романтической оперы. Такой была одна из граней творчества абсолютной примадонны. Была ли Мария Каллас величайшей оперной певицей 20 века? Возможно. Была ли она самой неординарной певицей 20 века? Скорее всего, да. Являлся бы ее феномен феноменом, если бы Каллас родилась и пела в 19 веке? Это большой вопрос. Хотя даже если бы являлся, то у нее было бы намного больше конкурентов, чем в 20-м. Как бы там ни было, монументальность фигуры Каллас в рамках культуры 20 века неоспорима.